te confías de la gente de noche, ¿no? Там сложно. Не, ну я люблю, конечно, ее очень сильно, да. Здесь, правда, уже все начинает от коррозии ломаться, сыпаться, падать. По рельсам поезд сыпет, под рельсы шпалы сыпятся, и гладью Миссисипи под нами Миссисипица. Поезд остановился без причины, и здесь вообще нет никакой причины останавливаться. А ты хочешь путешествовать, я так понимаю, поэтому на одном месте не можешь сидеть. Да, еще долго. Я надеюсь на это. Сегодня мы проснулись в таком замечательном месте, на старом советском корабле, который прибило к берегам Мексики. Юра, как спалось? Да хреново вообще. Мне просто вся кожа сгорела, и я всю ночь прям чувствовал это жжение кожи. На корабле осталось очень много классных вещей. Вот здесь, например, есть телевизор, причем он плоский, то есть не древний, а плоский. И краны остались, да, оборудование на кухне, много чего. Я не понимаю, ну, почему оставили лодку в таком состоянии, почему хотя бы не забрали, ну, ценные вещи. Смотри, тут включатели со всеми этими российскими, русскими словами. Здесь, правда, уже все начинает от коррозии ломаться, сыпаться, падать, потолки. Вот здесь огромный разлом, лодка сломана надвое, и как бы здесь немножко, когда волны идут, ее вот так вот качает, такие звуки она издает. Он же называется Азербайджан корабль. Да? Угу. Оригинальное название Азербайджан. И он, ну типа да, непонятно, украинский, российский, советский, азербайджанский. Ну, если называется Азербайджан, то... Все оттуда. Не, ну назвали, может быть, ну просто Азербайджан, это же Советская Республика была, как-никак. И сейчас будем с ребятами собираться. Здесь как бы проблема небольшая, потому что лодка, это корабль не пришвартован, да. Нам придется немножко вплавь добираться сейчас до берега. Ну ничего страшного, мы делали это вчера вечером, и все было отлично. И будем запрыгивать на товарняк, который довезет нас, я надеюсь, до города Сан-Луис-Потоси. Помогите! Помогите! Бертейдихен. А я не знаю, что значит Бертейдихен. Ну и погонял отчет. Аккуратно, ребят, здесь прям серьезный обрыв. Может, пойдем в другое место? Не, ну просто перешагните нормально, здесь нормально. Прям сюда остановись. Я просто уже очень устала и перегрелась. Я не пойду. Здесь хорошо, здесь нормально, здесь не стоит. Нифига, это что, типа телефонная будка такая олдскульная? Или что это? Да, здесь написано, чтобы позвонить на землю, наберите этот номер. Да, телефонная будка прям. Не знаю. Ну как прилив, Юра? Смотри, какая птица вообще крутая. Выглядит глубоко. Выглядит гораздо глубже, чем вчера. Смотри, он стоит около берега, ему по пояс сейчас. Да, глубоко. То есть, ну, что, надо сейчас идти вниз, спускаться в воду и смотреть, докуда глубина. Если вообще есть вариант нести вещи. В противном случае я не знаю, на самом деле, что мы сейчас делаем. Если там скрывает, что мы делаем? Мне кажется, сантиметров на 15 поднялась вода, наверное. Какая красота. Там рыбаки рыбачат с утра пораньше. Мы спустились на самый нижний ярус корабля, как раз здесь рядом с разломом есть такая дверь, и сейчас мы складываем все наши вещи в водонепроницаемую сумку, технику туда складываем и пойдем по морю, надеюсь, ничего не уроним и все будет в порядке. Да, аккуратненько здесь держись, да, с двух сторон. И можешь прыгнуть так прямо, либо спокойненько слезть. А дай руку вот эту. Я поняла, что да, плотка. Фигать. Плывешь? Плыви.
тех пор, как я начал путешествовать, я многое узнал о мире. Моя жизнь и я сам изменились. Перемены, как ничто другое, позволяют узнать себя с разных сторон. Теперь я просто не могу жить без путешествий. Постоянно придумываю себе разные новые приключения в поисках новых впечатлений. Но в обмен на впечатления, приключения и знания о других культурах всегда приходится что-то отдавать. Обычно друзья путешественника разбросаны по всему земному шару, и встречаетесь вы только ненадолго. Вот как мы с ребятами в этом трипе. Хорошая новость. Во всех моих путешествиях меня сопровождает Upper Push. У него есть классная способность. С ней у вас будет в 1,5 раза гигабайт больше в роуминге без доплат. Можно быстро найти всю необходимую информацию в интернете или делиться контентом. Но если не получилось взять любимых вместе с собой в путешествие, то вам точно пригодится суперспособность Пуша. Благодаря этому котику вы можете созваниваться с близкими со скидкой, находясь в роуминге. С аперами можно легко и быстро приспосабливаться к изменениям, которые происходят в вашей жизни. Поэтому после возвращения из своих странствий я быстро переключусь на дракона Юнга. Я как раз начну монтаж своих новых видео и документальных проектов. Буду подолгу сидеть на одном месте, выкладывать все, искать новые идеи и делать факт-чекинг. И обязательно смотреть много роликов на YouTube, чтобы оставаться в тренде. Юнг здесь идеально подходит, ведь у него есть неограниченный трафик на YouTube, а с друзьями можно и вживую встретиться. Пуш и Юнг — это все аперы. У Билайна есть еще. Переходите по ссылке в описании под видео и выбирайте подходящего вам апера. Мы пришли на станцию Тампико, она находится прямо за моей спиной, и здесь уже формируют состав, туда-сюда ездит, и по типам вагонов это наш поезд, который нам нужен, и скорее всего на котором мы поедем. Что ты хочешь, посмотреть на какие там стоят вагоны? Да. Смотрим. И хочу посмотреть, где охрана, вот это все. Ну, охрану это как бы надо... Ну, смотри, мы сейчас стоим за зданиями. Может быть, очень плохой сигнал, я его далеко не буду запускать. Мне не нравится. Хватит на пару кадров. Они все пустые. Видишь? Угу. Пролети вперед, посмотри, есть ли там локомотивы, сколько локомотивов прицеплено к поезду. Мне кажется, один. Но они все пустые. Поэтому можно куда-то там, в какой-то из вагонов этих залезть и сидеть ждать. Понимаешь, с дроном теряется все равно какая-то часть. То есть ты более уверен, что ли, становишься. У тебя нету вот этого эффекта неожиданности и неопределенности. И меньше, получается, ты адреналинчика выбрасываешь. Поэтому не прикольно, мне кажется, с дроном. Ну, круто. Хорошее настроение у меня такое. А у вас? Переживаете? Ну, у меня хорошо, я не переживаю, потому что, типа, на тебя вся ответственность, ты все знаешь, поэтому, типа, я вообще даже не думаю. Просто за тобой следует, ты что говоришь, прыгаем. Поэтому я на расслабоне. Появится какое-нибудь чувство, ну, типа, вот азарт, знаешь, такое, когда там вот такое что-то есть, но нет, к сожалению. Вообще У меня нет. вообще спокойно вообще все. Маньячка. Нет, ну серьезно, ну как бы пока все логично. То есть нету какой-то неопределенности непонятной такой. Ты даже куда едешь-то вообще? Какой план? В Мексике? Угу. Ну я хочу получить мексиканское ВНЖ. Серьезно? Как ты его будешь получать? Ты была здесь до этого? А, ты же была здесь 2019-го. Я каждый год была Я почти. вот вы счастливчики вообще. ¿Y solamente hay un tren por día que sale? ¿O hay varias? Son varios, pero todos salen en la madrugada. Es la madrugada. Porque alguien nos dijo que hay otro tren que se va a las 12 aproximadamente. Pero quizás se vaya para allá. Gracias. Muy amable, gracias. Nada. Ладно. ¿Dónde vienen? Somos de Rusia. ¿De Rusia? Sí. No manches, yo hablando inglés, no mames. No, hablamos ruso. Hablamos inglés también. Yeah, no problem.
Sí, claro. ¿Y ustedes son de acá, de Tampico? Sí. Ah, es bonito. Llegamos ayer, pero sí, nos gustó la ciudad. Ah, sí. Sí, es hermosa. ¿Qué te gusta? ¿La comida no? ¿Qué pasa la comida? No, la vibra. ¿Neto? Es muy relajada, la Qué gente buena es onda. amable, sí, esas cosas. Sin prisa, sin Como quiera, tráfico. no te confíes de la gente de noche, los ¿No? chavos que no te confíes Ah. como quieras. Porque no. Claro, claro. Pero en cualquier lugar son así. Sí, ajá, no voy a ser muy confianzudo. Sí, hay ratas en todos lados, ¿no? Sí, la verdad. Sí. Bueno, ya los rusos me imagino que también tienen los suyos, ¿no? Sí, claro. Son No, canijos, todos ¿no? tenemos nuestras ratas, nuestra parte de mierda, ¿no? Así es, hermano. Pero bueno, es minoría, Ándale. claro. Bueno, muchas gustos. Cuídense, Gracias. que vaya bien. Sí. Hasta luego. Chao. Мы просидели на станции практически весь день, ездили в город и сейчас под вечер вернулись, потому что появилась информация, что поезд будет в полночь выезжать, но пока никаких нет движух, хотя уже полночь, тут может быть опасно ночью, мы не знаем, как здесь, но пока все выглядит спокойно, да. Если сейчас поезд не приедет, то скорее всего будем с ребятами забираться вот в этот вагон крытый, потому что дождик еще идет. Мы открыли дверку у него и там будем, ну, схоронимся, там будем спать, слушать, приезжает ли поезд или нет. Мне вообще будет жестко. Поэтому не хотел спать, потому что сейчас если засну, то я хуй проснусь вообще. Нет, тебе полегче станет. Можно не светить, пожалуйста? Очень резко. Всю ночь мы провели вот в этом крытом вагоне. Каждый час примерно я просыпался, выходил на станцию, смотрел обстановку. За ночь так ничего не отправилось, хотя было много маневров. Мы сейчас с ребятами здесь пойдем в город, что-нибудь позавтракать найдем. И потом вернемся опять сюда же на станцию. Будем ждать состава в нашу сторону. Я заболел несколько дней назад. Это, конечно, тоже дополнительная проблема, которая создает трудности, сопли, блин, горло болит. В общем, не очень приятно. Проснулся, ко мне подошел мужик, охранник. Типа сказал, ничего нельзя снимать, нельзя ходить. И говорит, что, ну, спросил, если мы хотим сесть на поезд. Я говорю, типа, не хотим, зачем он взял. Он говорит, ну, если хотите, в 3 часа будет поезд, в 3 часа вечера. Ну а как ты думаешь, вот что могут делать путешественники с большими рюкзаками и тереться сутки, 24 часа на ЖД-путях? Это райончик какой-то. На той стороне это элитный райончик, на этой такой какой-то другой вайб немножко, да? Победнее. Хаты победнее, какие-то детишки. Мусора здесь побольше. Смотри, какой дом прикольный. Ну все. Смотри, с банданой. Не устали? Я немножко заебал 2 дня ждать, если честно. Не, ну сейчас я нормально, в хорошем настроении. Сейчас вроде поезд собрался, информация подтвердилась. Надеюсь, что сегодня все-таки уедем, потому что, да, хочется двигаться, хочется путешествовать. Вагон хуёв. Нас только видно оттуда, побыстрее, пожалуйста.
Ребята, я думаю, мы выехали. Думаешь? Думаю, что да. Мы наконец-то запрыгнули на товарняк. И сейчас едем через центр города Кампика. И здесь нас ведет машина охраны. Она нас не видела, мы легли, спрятались. Но она сейчас едет за поездом и смотрит на состояние груза, в общем, охраняет. Поспали всего 3 часа, но здесь просто потрясающие пейзажи, начинаются горы. Очень хочется спать, но мы попробуем насладиться этими потрясающими видами. Кофеечку, да? С такими видами. Хочешь на крышу попробовать вылезти? Не знаю. А что нужно? Не успел я вылезти на крышу, мне ветка прилетела по лицу, но вроде бы все нормально. В общем, пока едем внизу. Это то, что нужно на этом поезде сейчас. Смотрите, офигеть. Наверное, лучший кофе в моей жизни. Без преувеличения. Хотя говняный Нескафе, но... А у тебя есть чем намазать? У тебя там, прилично выступило. Ага. Ну, типа испарено вот это. Ай. Надо заклеить, потому что очень пыльно здесь. Да? Да. Там такое, да, первый слой содран. Я салфеткой могу. Много. Ну, тебя надо заклеить. Как тебе первое путешествие на поезде? Началось скучновато. Мы ждали 2 дня. Я не могу себе такое позволить, чтобы 2 дня что-то ждать. Если мы будем быстро уезжать, будет окей. Но очень долго ждать, это... Ну, это исключение на самом деле. Вот это одно из самых долгих моих ожиданий. Мы сейчас едем до города Карденас, там находится станция смены бригад. До него осталось всего 14 километров, но с такой скоростью мы доедем только через полчаса туда. Нас спалила охрана, и сейчас автомобиль частной охраны едет за нашим поездом. Так что в Карденасе нам нужно будет быстренько спрыгнуть без палева и уйти со станции. Я думаю, проблем особых не будет, даже если они нас поймают.
Просто не хочется терять время. Что будем делать? Пропускаем охранника? С какой стороны? Вот сейчас здесь он будет прям. Да. Хочешь снять меня с охранником? Надо с той стороны слать. Он прям вот здесь сейчас. Тогда слезаем сейчас, что? Ну давай. Он Да? прям вот здесь. Ну серьезно. Да, слезаем. Pueden ir ahí en esta parte y Ah, entonces se puede. Ah, bueno, perdón, sí, no quisimos hacer problemas. o No, molestar no a hay nadie. problema, no más que nada pues, lo hacemos por su bien, por su salud y por su bienestar. Que si pueden caer. Что, не выглянет даже? Вот, а мы стоим. Мы с ребятами заселились в отель. И сейчас, в общем, будем отдыхать после поездки. Очень круто, когда есть такая возможность отдохнуть. Помоемся в душе, потому что мы предыдущий день спали в вагоне. Этот день, эту ночь мы ехали на товарнике. Там пыльно достаточно было. Только что мы запрыгнули на товарняк на станции в Карденасе. Охранник за нами бежал, говорил, не запрыгивайте, но у нас не было особо выбора, потому что, нам нужно уезжать, и он был всего лишь один, а нас трое. Как бы мы, считай, численно победили, но поезд отправился очень неожиданно, он только что приехал. Я думал, он еще час будет стоять, и у нас есть время, пока машинисты поменяются, но нет, он практически сразу поехал, и поэтому мы не были готовы. Если ты не стрессуешь, не страшно. Просто сложно, потому что это в моменте. То есть он прогудел, и мы должны бежать и запрыгивать. Может, у тебя тело к этому не готово, не знаю. Ты расслаблен весь. Резко нужно собраться. Одно из моих любимых занятий — гонять на товарнике через такие первозданные пустыни, среди кактусов, деревьев, гор. 1000 лет назад здесь все было так же, и ничего, по сути, не менялось. Получается, я сейчас наблюдаю пейзаж, которому 1000 лет. И вот на этот короткий миг моей жизни, да, и пока я здесь еду, мне повезло увидеть это, насладиться этой красотой. Я умру, все мы умрем, а все это так и останется здесь в вечности. Мы реально поедем там 15 минут, и все. Джунгли эти пропали, сейчас совсем другое все. Кактусы начинают появляться другие. Нет информации. Нет. Но на машине 2 часа. Он даже едет быстрее, 77, 79. Ну, нам ехать где-то километров 250. Ну вот посчитай по скорости, сколько это будет, сколько нам ехать. По идее, за 3 часа доедем, 3-4 часа. Ну в 4 будем в Патаси. Мы когда в прошлый раз были на станции в Сан-Луис-Потаси, там как бы территория контролируется определенными лицами, и нужно быть осторожными. Но мы на опыте, надеюсь, все нормально пройдет. Хотя это тоже не панацея от проблем. Тебя ловят где-то в какой-то стране. Диапазон скажи, просто отпускают и куда-то садят. Здесь, скорее всего, просто досмотрят личные вещи и отпустят. Может, даже не будет ничего досматривать, просто отпустят. Мы вчера, когда ехали на товарнике, проснулись, было состояние такое разбитое, и было тяжело. Но когда ты запрыгиваешь на грузовой с утреца, когда ты нормально отдохнул, поспал, честно скажу, это вообще очень-очень кайфово. Один из самых кайфовых способов путешествовать. До 24 лет вообще не курил. А как начал путешествовать, в Китае закурил. Не знаю почему. У меня был кризис небольшой. Почему-то решил, что сигареты мне с этим помогут. Но не помогли, а в итоге у меня сейчас большая привычка, которой я не могу никак справиться. Зато, правда, наслаждаюсь, если честно. Поезд остановился без причины, и здесь вообще нет никакой причины останавливаться. И там охрана
приехала. Но вообще, по идее, не должно быть проблем с охраной у нас. Но они здесь достаточно чиловые. Так что это очень странно, если они остановились по нашу душу. Хорошо. Да, давайте. Я послышала, что машина ушла. Возможно, просто это стандартный досмотр. Скорее всего, мы остановились, потому что здесь рядом цементный завод. Здесь вагоны с цементом. Не знаю, полные они или нет. Но, возможно, что-то сейчас отцепится и останется здесь, возле цементного завода. А мы поедем дальше. Это не туристический баллон. Если он падает, то там газ начинает вообще херачить во все стороны. Надо, чтобы он стоял. Это газ для сварки. Мне вчера вообще вкатило кофе пить в поезде. Чувак, знаешь, что я понял сейчас? Что мы вот едем так по Мексике, путешествуем, и что за нами поют пустыни, всхлипывают зорницы, звезды горят над нами, и хрипло кричат нам птицы, что мир останется прежним, да, останется прежним, ослепительно снежным, сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным, может быть достижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя, да в Бога. И значит, останется только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом. Удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Уже около 5 часов вечера, и мы прибываем в Сан-Луис-Потоси наконец-то. Скорее всего, закатимся на станцию и придется выходить оттуда, Но по идее все должно быть нормально. Да. Не видел? Нет. Возможно, стоит забронировать отель сейчас, что там последнее место осталось. Я думаю, это типа букинг, знаешь, специально делает. Ну, возможно, да, но... Как там с каучем у нас? А что? Кауч отказался. Когда точно переспросил, на что настроя. Я переспросила, кто. Я сказала, 2 парня. Но это нормально, что он отказывается. У него там еще баскетбольные мячи были, но я не знаю, что с ними делает. Да, очень прикольно здесь. Расскажи, как ты работала? Ты же тоже так делала? Ну, я в основном торговала браслетами на вечернее время. Мы плели браслеты, украшения, кольца. Потом делали из металла, из бронзы. А потом закончили школу ювелирки с филигранной техникой. И уже работали с серебром и золотом. То есть такая, знаешь, что не просто ты на улице постоянно. Это такая прям прогрессивная лестница куда-то до конечной точки.
Поэтому можно сейчас купить оборудование, заниматься ювелиркой, если сидеть в одном месте. И nормально. Debe que estar un hotel, tal vez en la esquina, si usted podría parar. А ты хочешь путешествовать, я так понимаю, поэтому на одном месте не можешь сидеть. Да. Еще долго. Я надеюсь на это. Aquí? Я не вижу здесь отеля. Я тоже, сейчас будем искать. Gracias, muy amable. Le va bien. Gracias. De nada. ¿Saben si hay un hotel se llama Santo José? La iglesia. Iglesia sí, pero buscamos un hotel. Dice esta calle, Пародии. Esta es Сняли такой номер в отеле, вышло по 230 песо с человека, но он довольно прикольный. Ну, как бы обычный, да, но здесь такие большие панорамные окна, что необычно и круто. И есть свой балкончик. А на этом балкончике растут, да, рядом с балконом деревья апельсиновые. Там сложно. Не, ну я люблю, конечно, ее очень сильно, да. Поэтому непонятно, типа, иногда хочется, типа, всебаться, типа, все, я поехал отсюда, поеду в Баху, Калифорнию, на мотоцикле буду снимать свои видосы, и все. А потом в какие-то моменты, наоборот, хочется, не знаю, позаботиться о ней, попробовать что-то, знаешь, ну, хочется быть с ней. Такие моменты, они меня очень выматывают ментально. Но я грустный человек, мне кажется, чаще всего. И вот эта грусть, она во мне возрастает, когда мне очень скучно, когда я не могу отвлечься, когда у меня нету что-то того, что отвлекает меня от этой грусти, какой-то депрессии, скажем. И поэтому для меня лучший вариант — это просто убежать от этого, типа поехать в дорогу, сесть на мотоцикл, на поезд, на попутку и просто убежать от этого. И ты отвлекаешься от этот момент, новые люди, новые эмоции, и я себя в этот момент чувствую комфортно. Я растягиваю свою жизнь. Я делаю так, что у меня 1 год в путешествии проходит за 6 лет. То есть у меня настолько насыщенный год, что это кажется, что это лет 5 или 6. Или, например, 1 месяц где-нибудь в Непале. Я могу сделать так, что мне кажется, что это 6 месяцев. А если я остаюсь на одном месте, например, на протяжении полгода, то это время пролетает вот так. То есть как будто 1 месяц. Вторая причина. Ты неправильный вопрос задаешь. Мне уже нужно задавать вопрос: Ира, как прекратить путешествовать? Потому что я не знаю ответ на этот вопрос. Это очень тяжело. Остановиться. Почему? Потому что когда я делала первый шаг на свои путешествия из жизни той, это было очень тяжело. Сейчас я в комфортных своих условиях, в путешествиях, и вернуться обратно в ту жизнь без путешествий, спокойную, в одном месте. Это очень сложно. И, во-первых, это нужно очень сильно захотеть это сделать и вернуться туда. Ну, пока у меня нет такой возможности. Ребята, если вы хотите больше историй из моих приключений, например, текстовых историй, фотографий и даже аудиорассказов, которые я сам зачитываю, все это вы сможете найти в моем телеграм-канале по ссылке в закрепленном комментарии. Так вы не только сможете истории почитать, но и меня поддержать. Так что подписывайтесь. Спасибо за внимание и до новых приключений!